уголки. Уголки не пропускай. Так. Слышь, хозяин, как лечь будем? С гарантией или как? Что вы имеете в виду? Да имею, голубь, имею. Вчера он поклеили, а сегодня уже он у потолка отстает. А почему? Знаешь почему? Почему? Пролить надо было. Надо, значит, надо. Да сама знаешь, что надо. А где она, Алифа? А? Где она на накладной написано? И белила. Сам видел, какие выдали. Вот такая тебе и гарантия будет. У меня сегодня выступление в клубе железнодорожников. Там неподалеку хозяйственный магазин. Я зайду после. Зайти-то ты зайдешь. А чего толку-то? Алифу мне принесут. И белила, само собой, поменяют. Ты уж соображай, писатель, а? Ну, хорошо. Согласен. Повышенной расслабленности, каких-то... Ну вот и ладушки. Как-то преувеличенным. Не бойтесь, сегодня вы из этого состояния выйдете, все у вас нормализуется. А теперь многие начинают отключаться, в особенности дети. Не заставляйте себя ничего не думать. Не будьте помощниками, не плывите по течению. Мои сеансы заключаются в полной свободе ваших ощущений, чувств, мыслей и воспоминаний. Желательно закрыть глаза. И, кстати, многие, те, кто закрыли глаза, вы уже не можете открыть их, пока временно. Вы начинаете ощущать отток крови. Всем телезрителям, принимающим участие в нашем сеансе, внушает только добро. Внушает только очень резкую работу саморегулятивных процессов. И ждите сюрпризов от своего организма, от себя в будущем. Такой дозы, как я сделал сегодня, достаточно. Кровь входит в руки, в ноги, накапливается, вызывая чувство тяжести. Вы не нуждаетесь в моих наставлениях. Я акцент в своих сеансах делаю не на слова. Эй! Зачем перебил? Только-только пробирать стало. На наше Я думал, вы спите. чувство. Мне нужно уходить. Иди, милый, иди. Ты не переживай, ключи у меня тут. Я смогу разбудить вашу саморегуляцию. Она сама как же, найдет продолжим. поражение. Будь то это шрам или какая-то боль. Несколько минут такого состояния. Закрепляю мое внушение. Костя, что случилось? Феликс, подождите, сам Господь Бог послал тебя ко мне. Помоги мне, умираю. Да? Зойки нет, никого нет, помоги мне. И что сделать? Институт на Богородском знаешь. Да. Найди, поезжай туда, найди Мартынюк, Иван Давидович. Его там все знают. Да. Он председатель месткома. Скажи ему, умираю, ботулизм меня. Пусть даст 2-3 капли. У него есть. Есть у него. 3 капли чего? Мафусалина. Он поймет. Ой, Богом я тебя прошу. Заклинаю тебя. Еду, Костя. Сейчас же еду. Неужели ботулизм? Отравление. Сделаем анализ, и станет ясно. Как вы полагаете, этот мафусалин от ботулизма тоже помогает? Как вы сказали? Мафусалин, по-моему. Впервые слышу. Какое-нибудь новое средство. А в какую вы его больницу? Во 2-ю городскую.
на втором этаже. Да, вот здесь. В миском с 5 до 7. Ивана Давыдовича можно? Я говорю, в миском с 5 до 7. Что? Я от Кости Курдюкова. От Константина Ильича. Что с ним? Вы знаете, он страшно отравился. Есть подозрение на ботулизм. Он очень просил, прямо-таки умолял, прислать ему 2-3 капли мафусалина. Чего? Мафусалина. Я так понял, что это какое-то новое лекарство. Или я неправильно запомнил? Мафусалин. Простите, вы кто такой? Его сосед, Снегирев Феликс Александрович. Вы знаете, мне это имя ничего не говорит. Мне ваше имя тоже ни о чем не говорит. Однако ж я примчался сюда через весь город. В какой больнице он лежит? Во 2-й городской. Хорошо, идите. Я займусь этим сам. Очень вам признателен. How do you do? Наташа? Сколько же мы с тобой не виделись, а? Hello, darling. А ты пришел, чтобы сказать мне об этом? Еще заодно вон бутылки сдать? Ты сегодня, конечно, занята. Ну, а если нет? А если нет, то приглашаю тебя в Кавказский. Вспомнить старые добрые времена. Ой, а? что ж, сдадим бутылки и гульнем? На все на 3 на 20? Я забыл, Что? я сегодня не могу. Я занят. Ох, черт возьми. Понятно, и сегодня, и завтра, Ну почему? и послезавтра. Почему, Наташенька? Потому что ушел наш кораблик, уплыл. Да ладно. Я помню чудное Ну, кончай, Феликс, ну не кривляйся, ну. мгновенье. Вообще, сейчас ко мне прийти должен. Эх, черт, не везет мне сегодня. Что так? Ну, а как ты вообще живешь, а? А, как все. И вообще, в частности. По-дурацки у нас с тобой получилось. Ну почему же? Самым прекрасным образом. По-деловому, хочешь сказать? Да, по-деловому. А что тут хорошего? Слушай, Наталья, у меня к тебе огромная просьба. А так бы сразу и говорил. Ей-богу, как тебя увидел, все из головы вылетело. У тебя на курсах учится Долгополов Семен Семенович. Да, ну да, лысый такой из гортранса. Очень тупой, очень. Святые слова. Ему очень нужна справка об окончании ваших курсов. Ну вот так нужна. Ты его уже 2 раза проваливала? 3. 3? Значит, он мне наврал. Да пожалей ты его. Что ты на меня так смотришь? Что он плохого тебе сделал? Он мне надоел. Так тем более, сделай ты ему этот зачет, и пусть себе идет на все 4 стороны. Ну хорошо, я подумаю. Вот и прекрасно. Я всегда говорил, что ты добрая. Ладно, пусть завтра зайдет в это же время. Да не зайдет, а приползет, а в зубах будет держать шоколадку, золотой ярлык. Только не в зубах, пожалуйста. Давненько вы к нам не заходили, Феликс Александрович. Здравствуйте. Дела, заботы, труды. Труды, Павел Павлович, труды. И заботы одновременно. А вас, я смотрю, ничто не берет. Вашими молитвами, Феликс Александрович. Беспощадная тренировка организма. Ни в коем случае не давать себе распускаться, постоянно держать себя в узде. По своей оперативности журнал должен приближаться к газете, а не удаляться от нее. Ты знаешь, Феликс, я тебя люблю. Ты сильно пишешь, и за это я тебя люблю. Печатаю все, что ты напишешь, но оперативности нет. Ну, я же не журналист, я писатель. Вот именно. Писатель. А оперативности нет. Надо нарабатывать. Вот возьми, к примеру, Коську.
Курдюкова. Ой, Знаю. Поэт посредственный, даже не важнецкий. Но ты ему скажи, Костя, чтоб к вечеру было, будет. Ты понимаешь, он как Чехов, за что я его и люблю. Тут же, понимаешь, пристроиться где-нибудь на подоконнике. ай, черт. Я должен ему позвонить. Узнать, как он там. Где? Ой, как хорошо, что вы позвонили. Вы знаете, он очень просит, чтобы вы к нему зашли. Ну как же, обязательно. А как он вообще? Да все обошлось, слава богу, но он очень просит, чтобы вы пришли. Только об этом и говорит. Конечно, конечно. Где-то завтра, ближе к вечеру. Нет, нет, он просит, чтобы сегодня. Он мне так и сказал, чтобы пришел обязательно сегодня же. Сегодня... Сегодня я не смогу. Я тут с Анатолием Сократычем сижу. А если не позвонит, говорит, хоть весь город объезди, что-то у него очень важное, Феликс, и срочное. Ай-яй-яй, как неудобно получается. Феликс, миленький, ну вы поймите, он сам не свой. Ну забегите вы к нему сегодня хоть на 10 Вперед. минут, а? Я же просил за Ну, хорошо. Потом подойдем. Ну, а что же делать? Хорошо, я пойду. До свидания. Павел Павлович, можно мне чего-нибудь домой к ужину? Там пару калачиков, ветчины. Павел Павлович, а? В долг. Хорошо. Сделаем. Каждый сует свою трубку. Ой, все думаю. Врезаю дуба. Проходит час, другой. Смотри, вроде ничего. Значит, не понадобилось? Что? Ну, этот, как его, этот Мафу... Иди отсюда. Мне потом клизму под давлением такой кислород засадили, вредители. Я только тут понял, какая-то страшная штука, когда тебя сзади воду накачивают. У меня глаза на лоб, я кричу, ребята, срочно зовите окулиста. Ты чё? Чего? Чё так смотришь? Как? Мало, Как я смотрю? мало сдетый, да? Ну, не без того. Если бы не ты, я бы и сейчас с удовольствием продолжал. Ну, ничего, я не сегодня-завтра из больницы выйду, я тебе такого коньячка выставлю. Ахтамар называется, прямо с Кавказа. Была такая легенда. Любил мужик одну бабу. Родители были против. Баба жила на острове, в таком замке. Слушай, Вот. Костя, я знаю эту легенду. Извини, Знаешь, да? ради бога. Я должен идти. У меня на всю ночь работа. Сократыч статью заказал. Я пошел. Ну, конечно, что тебе тут со мной сидеть? Проведал? Иди. Спасибо. Чего? Я сам не знаю, насчет чего. Я не знаю, зачем ты выдернул меня из-за стола. Ни выпить толком не дал, ни поесть. Сократыч обиделся. Мне говорят, срочное дело. Кто? Передай немедленно, Кто? необходимо. Кто тебе сказал, что срочное Жена дело? твоя, Зоя. Перепутала. Перепутала она. Все перепутала. Когда она тебе это говорила? Сегодня. Сегодня? Да, она все перепутала. Все перепутала. Ну, Господь с вами обоими. Перепутала, так перепутала. Выздоровел, и слава богу. Костя, я пошел. Стой! Ты не обиделся на меня. Не дай бог тебе, Снегирев, пережить то, что я пережил. Отравление. И запомни, Снегирев, ничего не было. Запомни, ничего не было. Постой, ты чего? Я тебе так благодарен. Благодарен. Запомни, ничего не было. Не было. Да пошел ты к черту! Чучело гороховое! Накладка вышла, Снегирев. Накладка. Институт секретный, номерной. Не положено нам было знать. Я тебе тем более об этом. Сегодня пришли, замечания сделали. А теперь мне сидеть здесь, в больнице. Не рыпнешься. Накладка вышла, Снегирев. Накладка. Погубишь ты меня своей болтовней. Если болтать будешь, понял? Погубишь. О себе подумай. Кретин. Снегирев, ты о себе подумай. Снегирев, о себе подумай. Снегирев.
Кто там? Это я. Наташенька. Боже мой! Какой сюрприз! Добрый вечер. Павел Павлович, Он самый, душа моя, он самый. что случилось? Сюда его давай. Куда его? А вот сюда. Садитесь на свое место, Феликс Александрович. Что? Что, собственно, случилось? А спрашивать буду я, а вы будете отвечать на мои вопросы. Какие вопросы? Ночь на дворе. Сегодня в половине третьего вы были у меня в институте. Куда вы потом отправились? А кто вы, собственно, такие? Почему это я должен отвечать? Вопросы буду задавать я. Вы будете на них отвечать добровольно и абсолютно честно. Договорились? Да? Итак, куда вы отправились сегодня после меня? В Дом культуры железнодорожников. Зачем? Выступал перед читателями. Вот, гражданин может подтвердить. Он меня видел. Правильно, не врет. А куда вы отправились дальше? На курсы. Скажи ему, Наташа. Феликс Александрович, ты не волнуйся. Ты просто рассказывай все как есть, и тебе ничего не будет. Да я ведь и так все рассказываю. Кого еще из знакомых вы встретили на курсах? Кого я встретил? Ну, кого? Ну, Валентина, инженера. Из филиала. Я фамилию его не помню. Потом кого видел? Ну, этого мордастенького. И о чем вы с ними говорили? Ни о чем я с ними не говорил. Да, Наташа? Я сразу к тебе пошел. А потом вы оказались в ресторане. Зачем? Как зачем? Поесть. Я ж с утра ничего не ел. Кстати, из-за вашего Курдюкова. Вас там дожидался Романюк. Почему? Он мне статью заказывал. О нравственном, моральном потенциале. Вот она, я ее сейчас пишу. А зачем вам понадобилось рассказывать ему про Курдюкова? Про Курдюкова? Да, про Курдюкова. Ничего я ему про Курдюкова не рассказывал. С какой стати? Ну как же не рассказывали? Только и слышно было Курдюков, Курдюков. Павел Павлович, я не понимаю, неужели вы 10 минут не можете подождать? Ну а зачем ждать? Курдюков, Курдюков. Да не было этого, не было. Может, упоминали один-два раза. А если бы даже я ему и рассказал, что тут такого? Значит, вы все-таки рассказали ему о Курдюкове? Да не рассказывал я. Скорее, это уж Романюк мне о нем рассказывал. Ну, как Курдюков стихи пишет. И все. А я про Курдюкова только и сказал, что он отравился, и я еду к нему в больницу. И больше ничего. А о том, что Курдюков послал вас ко мне? Да, Господи, не говорил я ни единого слова. Так, значит, вы уже тогда поняли, о чем можно говорить, о чем нельзя? Феликс Александрович, будет лучше всего, если вы честно, откровенно, без нашего давления, расскажете нам, с кем вы сегодня говорили о Курдюкове? Что именно говорили? И зачем вы это делали? Я советую вам быть откровенным. Да разве я скрываю? С кем я говорил о Курдюкове? Пожалуйста, сейчас вспомню. С кем я говорил о Курдюкове? С кем? Да ни с кем я не говорил. Только с одним Романюком и говорил. Тихо, тихо. Ну, конечно, с женой Курдюкова, с Зоей. Она мне сказала, что он в больнице, и чтобы я поехал к нему. Ну, я и поехал, и все, все. Больше ни с кем. Прошу прощения. Я у вас тут, Феликс Александрович, давешнюю ветчину слегка так не обессудьте. Да ради бога, конечно. Давайте не будем отвлекаться. Какой странный запах. Что на этот раз? Это, душа моя, ухэтхо.
в буквальном переводе желчь водяного. Этому составу, деточка моя, 8 веков. Довольно, довольно. Продолжайте, Феликс Александрович. О чем вы разговаривали с Романюком? О чем я говорил с Романюком? Он попросил меня написать статью срочно, сегодня же. Вот она. А о чем вы договорились с Курдюковым в больнице? С Курдюковым в больнице? Да ни о чем. Определенно мы не договорились. Он обещал мне поставить бутылку коньяку, и мы договорились, что разопьем ее. Его ведь скоро выпишут. И все? И все. И что, ради этого вы поперлись в такую даль в больницу? Ну, это же почти рядом. И потом попросил же человек. А что, Курдюков ваш хороший друг? Мы соседи. Понятно. Посмотрите, что у вас получается. Не слишком близкий ваш приятель, чувствующий себя уже довольно неплохо, вызывает вас к себе в больницу только для того, чтобы пообещать распить с вами бутылку коньяку. Я правильно резюмирую ваши показания? Да, да. Причем вы бросаете на самой середине очень важный деловой разговор с вашим работодателем. Забываете о том, что вам потом придется корпеть всю ночь вот над этой вот работой. Ради чего? Откуда я знал? Откуда мне было знать? Его жена сказала, что надо срочно. О чем вы сговорились с Курдюковым в больнице? Ей-богу, ни о чем. Врет. Феликс Александрович, я предупреждал вас. Ну, в чем, собственно, дело? Брешет он, сучий потрох. Не знаю, о чем они там сговорились, но на лестнице у них было крупное объяснение. Он же по ступенькам сыпался, весь красный был, как помидор. Так я и не скрываю, я и был злой. Я б ему и врезал, если б не больница. Врет. Врет. Я же вижу, где правда, там правда, а здесь врет. А всего-то стоило вам, ротмистр, на ступеньку спуститься вниз, и мы бы с вами здесь не гадали. Виноват ваше сиятельство. Однако были некоторые причины технического характера. А пусть-ка этот аферист объяснит нам, господа, что означали слова «О себе подумай, Снегирев, о себе». Эти слова я прекрасно слышал. Наташа, да кто это такие? Что они от меня хотят? Оставьте меня в покое! Слушайте меня внимательно. Мы не уйдем отсюда до тех пор, пока не выясним все, что нас интересует. А вы нам обязательно расскажете все, что нас интересует. Вопрос только, какой ценой? Церемониться мы не будем. Мы просто и не умеем церемониться. Разумеется, мы предпочли бы получить от вас информацию быстро, без всяких хлопот, в чистом виде, так сказать. Я полагаю, что это и в ваших интересах тоже. Тихо, тихо, тихо. Слушайте, какого дьявола? Наташа, Пал Палыч! Феликс, милый, надо рассказать. Надо все рассказать до последнего. Да уж, Феликс Александрович, вы уж, пожалуйста, зачем вам лишние неприятности? Да-да, не надо. Отвечать будете? Да-да, обязательно. О чем вы сговорились с Курдюковым? Взяли, гада. Как же вы так? Без меня. Молодцы. Не пустау, магистр. Апеллирую к вам. Итак, кто рассказал ему про эликсир? Он знает про эликсир? То есть как это? Что? А? Что я вам говорил? Он не только знает про эликсир, он про источник намекал. Да ты что? Ты что, Курдюков? Я тебе ничего не говорил. Про Крапивин Яр. Ты мне говорил? Про эликсир. Говорил? Ты что, Курдюков? Какой еще эликсир? Какой эликсир? Не опирайся.
Ты что, Не опять отпирайся! консервами обожрался? Что вы мне тут сумасшедший дом устроили? Ничего я тебе не говорил! Ничего! Я тебе говорил давеча, в прошлый раз, чтобы никогда никому ничего не говорить. Говорил? Ну, говорил. Так ты же сам мне что говорил? Вот сознается. Полюбуйтесь. Кто тебе сказал про эликсир? Небось, Наташка? Наташка в постельке расслабилась. Ах Да? ты, паскуда, ты противная. Ты что же это хочешь сказать, а? Защитите меня, магистр. Это только гипотеза. Ну, все ясно. Этот патологический трус сам разболтал. Обожрался тухлятиной, решил, что подыхает, и разболтал все первому встречному. Я ничего не рассказывал. Он и так все знал. Я только попросил, чтобы он съездил к вам, назвал вас. А он и так все знал. Он так зловеще улыбнулся и сказал, как же, знаю магистра. Ты что, несешь? Я хотел съездить, предупредить. Я лежал пластом, мне делали промывание. Товарищ, он же врет. Я не знаю, что он от меня хочет, но он все врет. Поймите меня правильно. Я не могу припомнить всех его речей в точности, но он мне специально все это сказал, чтобы показать свою осведомленность. Врет. Специально это сказал, чтобы показать свою осведомленность и склонить меня к измене. Это же сплошная галиматья. Кто это? Я думаю, это сосед. Вы тут так орете. Идите, извинитесь. Быстренько и никаких лишних слов. Ротмистр, последите. Здравствуйте. Здравствуйте. Я гражданин Снегирев. Жаловаться на вас буду. 3:30 ночи. Извините, Сергей Вы Сергеевич, мы тут увлеклись. Переборщили. Больше не повторится. Ну все. Все, Сергей Сергеевич. С него полбанки и с меня полбанки. Ну да. И полная тишина, как в могиле. Правильно я говорю, Феликс Александрович? Как в могиле. До свидания. До свидания. Вот гад, скотина, а? Дверь сломал. Кто, Сергей Сергеевич? Какой Сергей Сергеевич? Курдюков ваш! Свалились мне на голову. Забирайте его и пошли всех к чертовой матери, не то я милицию вызову. Тихо, это что еще такое? Все в порядке. Развоевались. Шляпа. Всегда был шляпой, сколько я его знаю. Но соображает быстро, согласитесь. Господа, ну так ведь нельзя. Господа, мы так весь дом разбудим. Я прошу вас, господа. Может, действительно, хватит на сегодня. Может, вы завтра зайдете, а? А то, ей-богу, доиграемся. Кто-нибудь еще милицию вызовет. Сядьте. Сядьте, я говорю, и молчите. А вы вставайте. Ну, хватит валяться, вставайте. Да пусть валяется. Хорошо, пусть валяется, я не возражаю. Вот что, господа, я вам должен сказать, что ситуация переменилась. Она даже усложнилась. Тогда, я думаю, сейчас самое время сварить кофе. Нет, князь, кофе не надо. Нельзя. Нельзя выпить чашечку кофе, просто кофе. Просто? Ну да, просто кофе. Крепкий, сладкий кофе по-венски. Хорошо, сварите. Но вы поняли, что ситуация осложнилась? Ну, естественно. Тогда займитесь. Я, господа, прошу вас основательно усвоить, что сегодня вам здесь делать ничего нельзя. Если мы оставим здесь труп, то милиция найдет нас очень быстро, это понятно. Виноват, гермагистр. Не совсем понятно. Нам же не обязательно оставлять труп здесь. Можно выкинуть его в окно. 7-й этаж, вдребезги. Самоубийство. 5 минут назад сюда приходил человек. Вы заметили это?
ротмистр. Так точно. Сергей Сергеевич из верхней квартиры. А вы обратили внимание, что он вас тоже заметил? Так точно. Он опишет вас. Узнает ваши вот эти вот усики, пиджак ваш клетчатый. И вас найдут, но самые большие, через неделю. Нет, господа, я тоже против. Все знают, что мы с Феликсом дружили. Вчера он заходил ко мне. Ночью меня не было дома. Зачем мне это нужно? Потом затаскают по этим следователям. И вообще я считаю, что Феликса не надо трогать. Его нужно принять. Что? Это за чей же счет, шлюха ты беспардонная? Тихо, Курдюков, тихо. Сколько раз можно повторять? Вы должны понимать, что это по вашей вине мы сидим здесь все и не знаем, на что нам решиться. На вашем месте я бы сидел как можно тише. Сижу. Молчать, ни слова. Молчать, ни слова. В самом деле, сударь, руса отпраздновали. И теперь нам здесь мешаете. Господа, я думаю, что у нас просто нет другого пути, как поставить Феликса Александровича перед выбором. Пошли вы все к чертовой матери! Все! До одного! Сейчас же! Сию минуту! Прекратите истерику. А ты вообще молчи, председатель месткома! Бери свою банду! И все вон отсюда! Сейчас же! Вашу дочь зовут Лиза? Какое ваше дело? Вашу дочь зовут Лиза. А внуков Фома и Антон. И все они живут на Малой Тупиковой, 16. Правильно? Я надеюсь, вы поняли, на что я намекаю? По-моему, вы все ненормальные. Мы этот вопрос сейчас обсуждать не будем. Хотя, если вам удобнее считать нас ненормальными, пожалуйста. В известном смысле, может быть, вы и правы. Что вам от меня надо, вот чего я никак не пойму. Сейчас поймете. Дело в том, что судьбе было угодно, чтобы вы проникли в нашу тайну. Никаких тайн я не знаю и знать не хочу. Ну, полноте, полноте. Следствие уже закончено. Сейчас надлежит думать совсем о другом. Вам сейчас нужно сделать выбор. Умереть или стать бессмертным. Вы готовы сделать этот выбор? Почему? Какой еще выбор? Если я выберу смерть, вы меня в окно выбросите. А если я выберу это ваше бессмертие, я вообще не знаю, какую гадость вы со мной сделаете. Что еще от вас ждать? О, святая дева, до чего глупы эти современные мужчины. Я, помнится, моментально поняла, о чем идет речь. Мадам, но ведь это же было 500 лет тому назад. 473. Да, конечно. Да, тогда ведь это все было в порядке вещей. Бессмертие, философский камень, полеты на метле. Вам тогда легко было все это представить. А вот представьте-ка себе, что вы пишете заметку в газету «Кузница кадров», а к вам приходят и предлагают бессмертие. Да врет он, все перед вами Ваньку валяет. Давно он уже все порешил и выбрал. Замолчите, Курдюков, вы уже надоели. Это же несущественно. Гораздо интереснее, если Феликс Александрович действительно ничего не понимает. Недалеко от города, в Крапивином Яре, есть карстовая пещера, мало кому известная. В самой глубине ее, в гроте, совсем уж никому неизвестном, свисает со свода одинокий сталактит, весьма необычного красного цвета. И вот с него в каменное углубление капает эликсир жизни. 5 ложечек в 3 года. Этот эликсир не спасает ни от яда, ни от пули, ни от меча.
Говоря современным языком, это некий регулятор гормональной мощности. Одной ложечки в 3 года достаточно, чтобы воспрепятствовать любым процессам старения в человеческом организме. Любым. Организм не стареет. Совсем не стареет. Вот вам сейчас сколько? 45 лет? Начнете пить эликсир, и вам всегда будет 45 лет. Всегда. Вечно. Понимаете? По чайной ложечке в 3 года, и вам всегда будет 45 лет. Беда, однако, в том, что ложечек-то всего 5. А значит, и бессмертных может быть только 5. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Понятно? Или нет? Шестой лишний. Истинно так. Но ведь я, кажется, и не претендую. То есть вы хотите сказать, что вы выбираете смерть? Почему смерть? Обходились же мы друг без друга до сих пор. Мне кажется, вы не до конца поняли ситуацию. Эликсира хватает только на 5. Вы узнали нашу тайну. И теперь уж одно из 2. Либо вы присоединяетесь к нам, либо, извините, мы вынуждены будем вас уничтожить. Что же я, по-вашему, сейчас побегу везде рассказывать эту вашу тайну? Меня же немедленно посадят в психушку. Может быть. Даже, наверное. Но рисковать мы не будем. У нас есть опыт. Мы можем быть спокойными только тогда, когда тайну знают 5. Но я же никому не скажу. Зачем мне это? Сами подумайте. У меня дочь, внуки. Это же не в моих интересах. Вы же писатель. Вы прекрасно понимаете, что люди сплошь да рядом поступают именно против своих интересов. А вот и кофе. Прошу чашечку кофе, все проблемы разрешатся сами собой. Прошу, деточка, прошу. Благодарю вас. Прошу, магистр. Благодарю вас, князь. Феликс Александрович, я вижу, они совсем вас разволновали. Хлебните черной бодрости и успокойтесь. Спасибо. Прошу вас, ротмистр, прошу. Благодарю вас. Подсобрюк, дружище. Что ж ты забился в угол? Выпей чашечку кофе, все пройдет. Мерси, князь. Вы, как всегда, внимательны. Прелесть. Что? Муха попала. Феликс Александрович, у вас на кухне много мух. Что? И травить хотел. Князь, ну я же вас просил. Ну вот куда мы теперь денем труп? Труп? Какой труп? Где труп? Я не вижу никакого трупа. Ну, господа, на вас не угодишь. Такой прекрасный кофе сделал. Феликс Александрович, не правда ли? Ядовитый, отравитель. Что? Что я тебе сделал? Курдюков, если вы еще раз позволите себе повысить голос, я прикажу заклеить вам рот. Да он же отравить меня хотел. Почему вы решили, что именно вас? Да потому, что я у него повара увел. Помните, у меня был повар, француз, Жерар де Котиль. Он мне за это ненавидит. Да я уже об этом давно забыл. Хотя повар был замечательный, уникальный был повар. Вы что, меня отравили, Павел Павлович? Ну, Феликс Александрович, ну что за мысли? Меня тошнит.
Мнительность, магистр. Напрасно беспокойтесь, Феликс Александрович. Это он, конечно, целился не в вас. Если бы он целился в вас, вы бы уже сейчас у нас тут похолодели. А вот в кого он целился, это вопрос. Конечно, у нас здесь теперь один лишний. Но вот кого он считает лишним? Ну, зверь. Ой, зверь. Прямо вурдалака какая-то. А как же? А что прикажете делать? У меня, правда, опыта соответствующего пока нет. Не знаю, как у них это раньше проделывалось. Я ведь при источнике всего 150 лет состою. Да. Я сам с 802 года рождения. Самый здесь молодой. Из молодых до ранних, как говорится. Ну, а здесь, знаете ли, дело не в годах. Здесь главное характер. Вот извольте, к примеру, сравнить ваше нынешнее положение с тем, как я вел себя при аналогичном, так сказать, выборе. Я тогда в этих краях по жандармской части служил и занимался преимущественно контрабандистами. И удалось мне выследить одну загадочную пятерку. Пещерка вижу у них в крапивном яру. Осторожное поведение. Ну, думаю, тут можно попользоваться. Выбрал я одного из них, который показался мне пожиже, и взял. Лично, да. Ну, а взявши, обработал. Обрабатывать я уже умел хорошо. Начальство не жаловалось. Ну-с, он мне все и выложил. И заметьте, Феликс Александрович, то, что вам на блюдечке, так сказать, преподнесли по ходу обстоятельств, мне досталось в поте лица. Всю ночь помню, как каторжный. Да. Однако, в отличие от вас, я быстро понял, что к чему. А значит, камень ему на шею и в дамки. Так вот почему этот идиот на меня кинулся со своей стамеской, как ненормальный. Не знаю, Феликс Александрович. Думаю, понормальнее у нас с вами. Да и то сказать, вот у кого опыт. С 1282 годика. Такое время при источнике продержаться, это надо уметь. Костя, с 1200. Да он же просто рифмоплет грошовый. Ну, это уж как вам будет угодно. Облегчились. Пройдемте. Выбрав бессмертие, вы становитесь соискателем, и вам тогда необходимо решить вопрос только с господином Курдюковым между собой. Вы можете выбрать поединок, жребий, ну, как договоритесь. Наша же забота – обеспечение алиби, избавление от мертвого тела, ну и там необходимые лжесвидетельства, ну и так далее. Ну, процедура вам теперь ясна? А что, нельзя обойтись вот без этих драматических пауз, а? Ну, действительно, ну, Феликс, ну ты тянешь кота за... Я вообще не хочу выбирать. Ну, вот и прекрасно, ага! И голосовать здесь нечего. Слушай, ты, Феликс, доиграешься. Тебе здесь не редколлегия. Феликс Александрович, это что, шутка? Извольте объясниться. Делайте со мной все, что хотите. Но в 6-й лишний я с вами играть не буду. Вы отказываетесь от шанса на бессмертие? Господа, он же любопытнейшая фигура. Вот никогда бы не подумал. Писательшка, бумага марака. А вы знаете, господа, я, кажется, тоже за него.
Я консерватор, я не поклонник новшеств, но такой поворот событий, или я ничего не понимаю, или теперь уже наступили новые времена, наконец. Homo novus? Ах ты, боже мой, да какой там homo novus? Вам что, всем глаза позалепило? Да предаст, он нас всех предаст. Сегодня даст согласие, а завтра предаст. Посмотрите на него внимательно. Зачем ему бессмертие? Он же гуманист. У него же принципы. У него же внуки. Разве он от них откажется? Феликс, скажи, зачем тебе бессмертие, когда у тебя руки будут по локоть в крови? А? Тебе же убить меня придется. А что ты Лизке скажешь? Слушайте, что он вмешивается, а? Что он все время лезет? Где это видано, чтобы отговаривали? Да, Феликс, ты меня послушай. Я тебя знаю. Тебе это не понравится. Бессмертие – это не жизнь. Это другой способ существования. Я ведь знаю, что тебе больше всего нравится. Тебе подавай дружбу, подавай любовь. А там этого нет. Откуда? Феликс, тебе всю жизнь придется скрываться. От дочери, от внуков. Менять прописку. Фамилии, так за веком век. Посмотри на нас внимательно. Ты станешь таким, как мы. Ты станешь таким, как я. Феликс, ты меня очень любишь. Посмотри на меня внимательно. Я твое зеркало. Неплохо, очень неплохо изложено. Феликс, тут нужен особый талант. Здесь надо получать удовольствие от бессмертия. Феликс, это же не выпить рюмку водки, тебе не повестуху настрочить. Да что ты меня уговариваешь? Ты своих динозавров уговариваешь, чтобы они меня в покое оставили. Да мне ваше бессмертие даром не нужно. Позвольте, позвольте, не увлекаетесь ли вы, Феликс Александрович? Как-никак бессмертие – это заветнейшая мечта рода человеческого. Величайший из великих, по пояс в крови, не постесняйтесь вы пойти за бессмертием. Не гордыня ли вас обуревает, Феликс Александрович? Или вы все еще не верите? Во-первых, я действительно не верю. Но это же глупо, простите. Нельзя же в своем рационализме дойти до глупости. А во-вторых, вы мне не бессмертие предлагаете. Вы мне убийство предлагаете. Да, убийство, Феликс, убийство. Молчи! Ты мне вообще никогда особенно не нравился. А сейчас ты просто омерзителен. Какой же ты все-таки подонок, Костя, оказался. Просто подлец. Но чтобы убить... Да нет, чушь какая-то. Это несерьезно. А вы что же, друг мой, хотите все получить даром? Забавно. А много ли вы в своей жизни получали даром? Очередь в кооператив получить и то весь в грязи изваляешься. А тут бессмертие. Господа, подумать только. Пушкин умер. А эти бессмертны. Вот он, моралист вонючий в натуральную величину. Теперь вы поняли, с кем вы имеете дело? И жизнь, и бессмертие дарует нам фатум. Только жизнь дается нам грехами родителей бесплатно, а за бессмертие надо платить. Феликсу Александровичу не нравится цена, которую ему придется платить. Тоже не страшно. Но внутрь не соберется, надуется, зажмет нос, если уж на то пошло, если его с души воротит. Вам все кажется, Феликс Александрович, что вы непременно будете перепиливать сопернику горло тупым ножом, или, понимаете ли, как он вас, стамеской. Только на шпагах! Только на шпагах! Ну зачем Только... же обязательно на шпагах? Пилюльки. Две маленькие одинаковые пилюльки на цвет, на вид, на запах. Вы себе берете одну, соперник берет оставшиеся,
И все решается в полминуты. И никаких мучений, никаких судорог. Рецепт древнейший, много раз испытанный. И заметьте, мук совести никаких. Фатум. Только на шпагах. Вообще-то на шпагах зрелищнее. Господа, я вынужден еще раз вам напомнить. Никаких акций в этой квартире. И с вашими пилюлями, князь, тоже. Ни малейших следов. Нет. Я вам гарантирую совершенно. Просто с человеком случится инфаркт. Или апоплексический удар. Нет, нет, нет. Не сегодня и не здесь. И давайте подбивать итоги. Вы, князь, за соискателя? Разумеется. Вы, сударыня, тоже? Про Курдюкова я не говорю. Я его даже не спрашиваю. Ротмистр? Всячески прошу вашего прощения, гермагистр, но я против. И вы меня извините, мадам, целуй ручки. И вы, ваше сиятельство. Упаси Бог. Никого обидеть не хочу и никого не хочу задеть. Однако мнение в этом вопросе имею свое. И, можно сказать, выстраданное. Господина Басварюка я знаю с самого моего начала. Давно уже. И никаких внезапностей от него ждать не приходится. Да? И нынешнюю прелестную ночку вы ожидали, ротмистр? В этой прелестной ночке, мадам, прелестного, конечно же, мало. Но ничего такого уж совсем плохого в ней тоже нет. Все утрясется. Все будет путем. Господин Басаврюк человек слабый. Оступился и еще, может быть, оступится. Больно уж робок. Но ведь он же наш. Наш. А вот господин писатель, не в обиду ему будет сказано, не верю я вам, господин писатель. Не верю и никогда не поверю. И не потому я не верю, что вы плохой какой-нибудь или себе на уме. О, упаси Бог. Чужой вы, Феликс Александрович. Будете вы в нашей маленькой компании, как заноза в живом теле. И лучше для нас всех, если вас не будет. Совсем. Извините великодушно, ежели кого задел, намерения такого не было. Спасибо, ротмистр. Я никогда этого не забуду. Магистр, простите. Простите, магистр. Хорошо, хорошо, я учту. Я учту. Ну что же, господа, значит, голоса разделились поровну. Мой голос оказался решающим. Итак, Феликс Александрович, вы, наконец, сделали выбор, да? Бессмертие, может быть, и неплохая штука, не знаю. Но в такой компании только покойников обмывать. Но смерть-то ведь еще хуже. У меня такое впечатление, Феликс Александрович, что из всей нашей компании я вызываю у вас наименьшее отвращение. Я угадал? Ну, может быть. Благодарю вас. Именно поэтому я и решил потолковать с вами наедине, чтоб не маячили рядом эти вот омерзительные рожи. Может, пригласите присесть? Пожалуйста. Благодарю. Вы любезны. Итак, Феликс Александрович, мне 500 лет. Да-с.
За такое время волей-неволей избавляешься от разных химер. Любви и дружбы. Я равнодушный, холодный, можно сказать, жестокий человек. Не буду притворяться, мы все такие. Но в отличие от моих компаньонов, в этом мире для меня есть нечто такое, что нельзя ни сожрать, ни облапить, ни засунуть под зад, чтобы стало еще мягче. За свою жизнь я сделал 107 открытий и изобретений. Я выделил фосфор на 50 лет раньше Бранта. Я открыл хроматографию на 20 лет раньше цвета. Периодическую систему я разработал примерно в то же время, что и Дмитрий Иванович. Ну, по понятным причинам я все это должен хранить в тайне, иначе мое имя давно уже гремело бы в истории. Всю жизнь я занимаюсь синтезированием эликсира. Мне надоело сидеть в подполье и шарахаться от каждого жандарма. Мне надоело быть номером 0. Я хочу быть номером 1. Но мне не на кого опереться. Мне нужен помощник. Интеллигентный собеседник, который может оценить красоту мысли. Я ничего не понимаю в химии. В химии я понимаю. Я устал быть один. До сих пор бессмертных творил Фатум, а с вашей помощью начну создавать их я. Соглашайтесь, Феликс Александрович. Соглашайтесь. Что вас беспокоит? Плата? Но это же пустяки. Нигде не сказано, что вы должны убирать его сами. Я обойдусь без вас. И всунете меня в сапоги убитого. Курдюков прожил на свете 650 лет. И за все это время он только и делал, что жрал, пил, портил малолетних, грабил и убивал. И еще 600 лет будет порхать с цветка на цветок, без всякой пользы. Вам предлагается грандиознейшая цель, а вы раздумываете. О чем? Ни вы, ни я не имеем права решать, кому жить, а кому умереть. Ах, как с вами трудно. Не ожидал. Я был о вас лучшего мнения. Ну что ж, впрочем, когда обыкновенный серенький человечек волею судьбы обретает бессмертие, то черта характера, превалировавшая в начале его жизни, становится единственной. Да, Феликс Александрович, простите, нужно быть таким непритязательным кобелем, как вы, чтобы в этой эротоманке Наталье Петровне, в этой маркетанке из ритарского обоза увидеть женщину. Да ваш Пал Палыч не лучше. Ничуть не лучше. Гигантский вкусовой пупырышек. Недурно сказано. Благодарю вас. Ведь вы же писатель. А каждый писатель, как сказано, должен жить долго. Вы подумайте, сколько впереди у вас книг. И каких книг? Переварить в душе своей многовековой опыт человечества. Вот мы и о пользе для человечества заговорили. Угодно разыгрывать из себя героя? А ведь сочтут-то вас глупцом. Ну что ж, пойдете под нож. Да не пойду я под нож. Как баран пойдете под нож. А я-то вообразил, что у вас есть принципы.
Прошу прощения. Телефончик. Давич Феликс Александрович, я мог показаться вам дерзким. Так вот, не хотелось бы оставить такое впечатление. В моей натуре главная прямота. Что думаю, то и говорю. Однако намерение обидеть, задеть, возвыситься никогда не имел. Валите отсюда. Да с телефоном поосторожнее. Хорошо. О себе, Снегирев, подумай. О себе. О себе подумай, Снегирев. О себе подумай. О себе подумай. О себе подумай. О себе подумай, Снегирев. О себе. Как давно я здесь не была? А секретарь? У тебя же здесь секретарчик стоял. Елизавете отдал. А почему это тебя волнует? Фу, какой ты колючий. Ну, я же тебе ничего плохого не сделала. Ты же сам в эту историю влип. Какое злое лицо. Вчера ты на меня иначе смотрел. Ну что? Страшно? Да не посмеете вы. Ну, сегодня, может быть, не посмеем, а завтра... Неужели никто из вас до сих пор не сообразил, что вам же будет хуже? Послушай, они сейчас от страха на все готовы. Ты должен это понять. Я вижу, ты что-то затеял, не зарывайся. И не верь ни одному слову, ни единому. Спиной никому не поворачивайся, охнуть не успеешь. Я видела, как это делается. Что это ты меня опять полюбила? Сама не знаю. Я вдруг сегодня на тебя иначе посмотрела. Знаешь, раньше думала, ну, мужичишка, ну, на вечерок на другой хватит. А теперь вижу, ну, какой ты у меня. Мужчина. Хомо. Ну, обними меня. Ну, что ты как чужой, а? Ну, это же я. Ну, вспомни, как ты мне говорил. Фея, ведьма прекрасная. Ну, я, может быть, проститься с тобой пришла. Я же не знаю, что через час будет. Может, мы с тобой в последний раз, а? Что ты меня хоронишь? Перестань! Ну, ей-богу! Отстань! Отстань! Никаких разочков! Никаких разочков! Трупик ты мой желанный. Что, Трупик ты мой любимый. Ну, в последний Слушай, тебе же 500 лет. Болван. Ну, извини. Дрянь, идиот. Ой. Ты думаешь, магистр тебя защитит? Угу. Да ему только и нужно, что баки тебе забить. Чтоб ты завтра в милицию не побежал. Чтобы у нас время было. Решить, как мы тебя кончать будем. Что он тебе наобещал? Что? Деточка, 10 минут уже прошли. Я полагаю, вы закончили? Мы еще не начинали. Да ну, хотела его напоследок осчастливить, но он ни на что не годится. Я не знаю, на что вы рассчитываете, князь. Эликсир – это что-то поразительное. Вы можете есть все, что угодно, кроме распоследней тухлятины, которую вам, конечно, есть не захочется. Пить любые напитки, кроме откровенных ядов, в любом количестве. И никаких гастритов, никаких катаров, никаких заворотов кишок.
и при этом ваша обонятельная вкусовая система будет в идеальном состоянии. Какие безграничные возможности для наслаждения. Феликс Александрович, вы же любите вкусненько поесть. Не умеете, да, но любите. Я вас кое-чему научу. Будьте мне век благодарны, и не один век. Да вы просто бог гастрономии. Послушайте, по сути дела, я хотел лишь помочь вам преодолеть вашу юношескую щепетильность. А может, вы боитесь рисковать? Так ведь риска никакого и нет. Пусть он сколько угодно кричит о шпагах, никаких шпаг ему не будет. Будут либо 2 пилюльки, либо 2 шприца. Магистр обожает шприц. А тогда все упирается в технику, в ловкость рук. А этим буду заниматься я. Успех гарантирован. Слушайте, но зачем вам это? Какая вам от меня польза? Польза как раз очевидна. Во-первых, мы убираем этого мозгляка. Этот поганый тип у меня повара сманил. Жерарчика моего бесценного. Карточные долги я ему простил, пусть. Но Жерара... Я старше всех, а хожу на 2-х ролях. А почему? Да потому что этот деревянный болван ротмистр держит нашего алхимика за вождя. Да какой он вождь! Он еще пеленки мочил, когда я был хранителем 3 ключей. А сейчас у него 2 ключа, а у меня 1. Но я вам не ротмистр. Ай, батенька, что значит не ротмистр? Вы физически крепкий человек, да еще с хорошо подвешенным языком, да еще писатель, значит, с воображением. Мы бы с вами горы своротили. Я вас с маркизой помирил. Благодарю за честь, но боюсь, что вынужден отказаться. Ну, наконец-то. 1 минуту, господа. Я хочу сделать маленькое уточнение. Я тут поразмыслил и пришел к выводу, что ротмистр прав. Отныне я за нашего уважаемого Курдюкова. Как говорится, старый друг лучше новых 2. Благодетели. Я тоже. К черту Чистоплюев. Благодетельница. Ну что ж, а я самым категорическим образом поддерживаю кандидатуру Феликса Александровича. Ай, я тоже за господина писателя. Раз другие меняют, то и я меняю. Я не понимаю, за что. Я всегда за. Я же свой. Он же сам не хочет. Во-первых, он сам не хочет. Да. А во-вторых, магистр, вы все-таки остались в меньшинстве. Да неужели непонятно, что я скорее откушу себе язык, чем кому-нибудь раскрою вашу тайну? Неужели вам непонятно, какое это счастье для человечества, что у источника бессмертия оказались именно вы, ваша компания? Подумать даже страшно. Что может быть, если тайна раскроется, и к источнику прорвется хоть один настоящий, энергичный, сильный негодяй? Что может быть страшнее? Милостивый государь. А бессмертный пожиратель бутербродов – это же удача для планеты. Но бессмертный, энергичный властолюбец – это страшно. Это беда, это катастрофа. Так что с
Спите спокойно, мои динозавры. Под страшными пытками не выдам я вашей тайны. И все же, господа, несмотря на то, что я в меньшинстве, я самым категорическим образом поддерживаю кандидатуру Феликса Александровича. Помните, что ваш длинный язык может принести большие беды вам и вашим близким. Умру за вас, как последняя собака. Буду беречь вашего Курдюкова, как зеницу ока. За ручку его буду переводить через улицу.